Экономика должна быть экономной. Все знания, весь свой опыт для того, чтобы лучше жить, надо лучше работать. Я в отпуске и могу говорить долго, а вам надо работать. Великая Россия поднимается с колен. И саптерик их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Сегодня мы начинаем сериал, в котором расскажем про последние годы Советского Союза и первые новой России. Про 80-е и 90-е. Мы увидим, как жила страна, начиная с позднего застоя и до последних свободных выборов. От последнего всплеска советского оптимизма во время Московской Олимпиады 80 и до появления в нашей жизни Владимира Путина. Сделать это непросто. Период распада Союза и с появления новой России, все эти 18 лет между смертью Брежнева и приходом Путина – это прошлое, которое никуда не делось. Все ищут в перестройке, в трансформации 90-х какие-то фатальные развилки, какие-то мины, заложенные под будущее. Ответы на два главных русских вопроса – кто виноват и что делать. При этом, чем дальше от описываемых событий, тем больше реальность оборачивается мифом. Для поколения, которому сейчас за 40, советская власть – это глубокое детство. В начале перестройки они играли в снежинок и зайчиков на утреннике в детском саду. Их принимали в октябрята и пионеры. Они учили наизусть стих про Ленина и Печника. Всего через несколько лет, во время залоговых аукционов, они выпрашивали у родителей новый картридж для Дэнди, мечтали о сникерсах и смотрели «Звездный час» с Супоневым. Сегодняшние 40-летние – это поколение Децл, Пепси, MTV. Вся их сознательная жизнь прошла при Путине. Людям, заставшим советскую власть хотя бы на излете, сегодня уже за 50. Они прожили 90-е плюс-минус в зрелом возрасте, успели до Путина отучиться и немножко поработать. У многих из них уже выросли дети и родились внуки. Куда? Да в комнату поставьте. И вот для этих новых поколений застой, перестройка и 90-е уже не личные воспоминания, а вопрос идеологии. Вопрос доверия к тому или иному нарративу. 80-е – это стабильность, уверенность в завтрашнем дне и гордость за великую страну. Или безвыходная нищета, тотальная серость и постоянное бытовое унижение. А 90-е – время позора, национальных конфликтов и перманентного кризиса, или прекрасная Россия прошлого, где не было ничего плохого, только свобода и демократия. Любой период можно сшить из криминальной хроники, а можно из светской. Можно рассказать историю Московской гимназии или живописать будни Сургутского детдома. Не обязательно даже врать и передергивать, и преувеличивать не надо. Вот просто подбирая факты под вывод, можно из одной страны собрать две разных, таких же непохожих, как Дания и Сомали. Наша задача – избежать узкого фокуса. У нас нет определенного месседжа. Мы постараемся взглянуть на прошлое изнутри, восстановить атмосферу, попробовать ощутить то, что ощущали тогдашние люди. В 80-е они не знали, что через несколько лет СССР развалится и железный занавес рухнет, впустив капитализм и свободные выборы. В 90-е не могли себе представить, что свободные выборы сойдут на нет, что снова заведется бессменный лидер, опять назначит врагом западный мир и начнет войну с ближайшим соседом. Попробуем разобраться, что это были за времена. Мы начнем с 80-го года и закончим 2000-м. Для наглядности мы расскажем про это время через судьбы людей, живущих в одной и той же московской квартире. Конечно, у семьи из колхоза в Брянской области, или ученых из Новосибирска, или академиков из Ленинграда, или рабочих из Нижневартовска очень разный опыт. Но повседневный быт наших героев, хоть они и живут в центре Москвы, состоит из тех же проблем, с которыми сталкиваются граждане по всему Советскому Союзу. Да, в Москве лучше со снабжением, но принципиальной разницы нет. В отличие от жителей Челябинска, москвичи видят мандарины и лимоны не только на страницах книги о вкусной и здоровой пище. Но они точно так же часами стоят в очередях за обычным творогом. Точно так. Да, кота. Они точно так же умудряются находить в советской системе лазейки для получения самых банальных благ. Прописки, квалифицированной медицинской помощи, покупки товаров
первой необходимости. Во все периоды времени, о которых мы расскажем, квартира будет одной и той же. Но жильцы будут меняться. Это не элита, не диссиденты, не партийные начальники. Мы будем наблюдать за среднестатистическими советскими и российскими людьми, которые в любую эпоху, прежде всего, хотят обычной, хорошей, достойной человеческой жизни. Пусть даже власть им постоянно мешает. Итак, начинаем. Начало 1980 года. Стройка за окном – будущий Белый дом, здание Совмина и Верховного Совета РСФСР. Иметь такое за окном – то еще удовольствие. Каждый год обещают вот-вот закончить. Длится это уже 8 лет. Но в остальном эта квартира – мечта любой советской семьи. Дом выходит на Краснопресненскую набережную, но его точный адрес – Глубокий переулок 1/2. Отличная постройка. Кирпичная кладка, гранитная облицовка, потолки 3 метра. 2 комнаты, большая кухня, раздельный санузел, газовая колонка. То есть горячая вода есть круглый год. Дом был построен в 1955-м трестом Мосэнергожилстрой, который подчинялся Министерству электростанций. Много ордеров на заселение отошло сотрудникам министерства, средней руки начальникам, старым большевикам и большевичкам, ветеранам труда и прочим ответственным товарищам. Конкретно сюда, в двухкомнатную квартиру, въехала семья замначальника Главного управления по котлонадзору. Через 2 года котлонадзор упразднили. Замначальника вместе с семьей уехал в Якутск главным инженером электростанции и из квартиры выписался. Поскольку руководство уже было обеспечено жилплощадью, в квартиру заселили семьи рядовых сотрудников, инженера и бухгалтера. Так отдельная квартира превратилась в коммуналку. Вполне стандартный расклад для Москвы. В одной комнате муж с женой, а в другой муж, жена и ребенок. 2 стола на кухне, 2 звонка на входной двери, 2 туалетных стульчика, 2 электросчетчика в коридоре. Так и прожили 20 с лишним лет. Полкомнаты займет, ну и уродство. Уродство, видишь? Румынский гарнитур. Да, по виду не скажешь. Дрова как дрова. Дрова. За ним полгода в очереди стояли. О. В 60-м году генсек Никита Хрущев обещал, что через 20 лет в СССР будет построен коммунизм. Через 20 лет об этом вспоминали разве что в анекдотах. Но на самом деле для средней советской семьи отдельная квартира – это примерно коммунизм и есть. Наконец, можно зажить своей частной и ничем не стесненной жизнью. К 80-му году такого внутрисемейного одноквартирного коммунизма становилось все больше. Нас дети смотрят. Если вы часто пользуетесь криптовалютой, переводите деньги за рубеж, получаете в ней зарплату или инвестируете, обратите внимание на один удобный инструмент – виртуальную карту MaxSwap. С ее помощью можно в пару нажатий перевести криптовалюту в фиатные деньги на карте, которая будет работать как банковская зарубежная карта. Сможете оплачивать покупки в магазинах за границей, иностранные сервисы, например, ChatGPT, Netflix, YouTube, Booking, Spotify. Карта эта полностью виртуальная, подключается к Apple Pay и теперь еще и к Google Pay. Решение это более доступное, чем оформление зарубежных банковских карт. Выпускается карта прямо в Телеграме. Достаточно создать там криптокошелек, пополнить криптовалютой и сможете тратить ее как обычные деньги. Активация быстрая, в тот же день сможете тратить. Обязательной идентификации не требуется. При этом у MaxSwap довольно большие лимиты на пополнение и траты, а средства зачисляются очень быстро. Наша редакция эту карту протестировала в Германии. Все работает. Поддержку у MaxSwap мы тоже протестировали. Она живая и старается сразу вникнуть в ситуацию. Очень дружелюбный у них сервис. А если вы напишите им промокод CATS, то 50% от стоимости карты еще и вернется к вам на баланс. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь вот этим QR-кодом, чтобы получить новую карту, которая будет работать за границей. Обычные люди, не академики и не передовики производства, заселялись в свои квартиры. Такие, как наша семья. Кто они?
Михаил, допустим. Ну, это муж. Техническая интеллигенция. Инженер в каком-нибудь институте. Ну, пусть это будет Гиправтопром. Там проектируют огромные автомобильные заводы. КРАС, Уралаз, КАМАЗ. Михаилу 36 лет. Он в институте на хорошем счету. Надеется на повышение. Зарплата 250 рублей. Плюс несколько раз в год немаленькие премии, рублей по 500. Чтобы стало понятней, в 80-м году килограмм говядины в гастрономе стоит 2 рубля 60 копеек. Говядина далеко не всегда в магазине есть, да и качество у нее ниже среднего. Хорошее мясо на рынке по 10 рублей за килограмм. 1/25 зарплаты получается. Жена. Допустим, Марина. У нее тоже вполне солидная и уважаемая работа. Пускай и преподает немецкий в МГУ. Зарплата у нее поменьше, 160 рублей. Зато отпуск 2 месяца в году. Ну и 2 детей. Погодки. Антон и Таня. 4 и 3 классы, то есть 10 и 9 лет. 5 по математике, 4 по истории. По родной речь так себе. Поведение... Прочитаем замечание учителя. На уроке литературы залезал под стол и пугал товарищей. У Тани опять мятый пионерский галстук. Родители, примите меры. Постоянно отрывается от коллектива, не участвует в сборе металлолома. Ну, короче, нормальные советские дети. И нормальная советская семья. Сегодня мы сказали бы преуспевающий средний класс. Чтобы достичь такого статуса, им пришлось научиться обходить систему. Потому что единственный способ успешно существовать в советском государстве – постоянно его обманывать. Особенно если речь идет о самом важном вопросе – об отдельной квартире. Чтобы ее получить, Михаил и Марина провернули кучу сложных и не всегда законных операций, вплоть до фиктивного развода. Хочешь жить хорошо – выкручивайся. О, прям ностальгия. Зил! А морозил-то как зверь. Каждую неделю приходилось размораживать. И тяжелый, как грузовик. Как они его перевозили вообще? Так можно вызвать грузовое такси, например. 5 рублей за километр, 25 за час погрузки-разгрузки. Ну ладно. У Марины зарплата 160 рублей. Вот примерно 2/3 ее месячной зарплаты на переезд и уйдет. Только так просто это не работает. Официальный грузовик или приедет через месяц, или в назначенную дату вообще исчезнет. Мол, срочный заказ из крупного ведомства. Или просто рессора сломалась. Поэтому лучше договариваться за те же деньги, но с каким-нибудь знакомым с автобазы. А если таких нет, то пообещать грузчикам стандартную доплату. Каждому по десятке сверху. Тогда приедут. В официальном мире таксист – добродетельный работник сферы услуг. Можете бесплатно отвезти пассажира, если у того проблемы, как в фильме «Горожане» 1975 года с Николаем Крючковым в главной роли. В реальности такси редко когда просто так поедет, сколько ты ему рукой не маши. По счетчику 20 копеек за километр, но ехать так неинтересно. Двойной или даже тройной счетчик, вот тогда пожалуйста. Не хочешь переплачивать, таксист пожмет плечами и уедет дальше колесить по городу. Потому что он главнее пассажира, он решает. Продавщица в дарах природы главнее покупателя. Сантехник главнее жильца. В фильме «Афоня» это показано без малейших преувеличений. Там герой Куравлева легко может начать чинить сломанный унитаз и не закончить. Ему лень, у него есть дела поважнее. В пивной получку обмыть. Советского человека окружают бесчисленные мелкие начальники. Он встроен в сложную систему многостороннего подчинения. Постоянно вынужден подстраиваться, унижаться и жить одновременно в 2 системах. Официальный, но не функциональный, и теневой, но более-менее работающий. Без этой второй жизнь советского человека была бы невыносимой. Говорит Москва. В столице 18 часов. Если вы посмотрите советские фильмы, то там очень часто встречаются сцены по типу того, что один из персонажей обиделся на другого и мстит ему. Начинает работать как положено. Выполнять правила, пригодные только для того, чтобы портить людям жизнь. Например, разнополых, неженатых постояльцев в гостиницу в один номер заселять нельзя. Правда, на стойке регистрации это правило прекрасно отменяется за 10 рублей на лапу. Но можно нарваться на формалиста, который взятку брать откажется и отправит влюбленную пару уединяться на мороз. «Ворюга мне милей, чем кровопийца». Эта цитата Бродского вполне описывает образ мышления советского человека. Кража у государства – это вообще не кража, а доблесть.
Возврат награбленного. Восстановление справедливости. Человек, который тащит с работы еду, спирт, запчасти или ливач частные заказы на служебном оборудовании, чем он занимается, по сути дела? Натурой забирает свою зарплату. Государство платит деньги, которые невозможно потратить, ведь в магазине купить особо нечего. Зато баклажка спирта – это такая универсальная валюта, которую очень легко превратить в товары и услуги. Свой оклад токарь получает за то, что производит даром никому не нужный каток для даром ненужного танка. А когда ливачит, протачивая коленвал для «Жигулей» соседа, то, по сути, ставит этот станок на службу людям. Тотальная коррупция в советской системе делает эту систему хоть в какой-то степени человекообразной, позволяет людям с ней жить. О, стиральная машинка «Вятка», полуавтомат. С ее предшественника, похоже, срисовывали робот Р-2-Д2 из «Звездных войн». Но советским людям такая ассоциация в голову не приходила. Они никаких «Звездных войн» не видели. Это новое. На вид посовременней. Но, по сути, то же самое. Воду в нее надо наливать, присоединяя шланг к крану в ванной, а после стирки воду сливают через другой шланг, а потом вручную отжимают белье, отжима нет. Но по сравнению со стиральными досками это, безусловно, большой прогресс. Главное не забывать, если плохо прикрепите шланг для слива, вся вода окажется на полу. Режим интенсивной стирки. О, держи ее, держи. Самая болезненная для советского человека проблема – получение личной квартиры. Личной, но не частной, ведь частной собственности в СССР нет. Квартира, в которой ты родился и прожил всю жизнь, принадлежит не тебе, а государству. Ты можешь ее лишиться безо всякой компенсации. Но можешь также и бесплатно получить. Например, твое предприятие строит дом для сотрудников. Пятиэтажный с 3 подъездами на 50-60 квартир. Если ты начальник, или у тебя солидный рабочий стаж лет 20, или ты активный общественник, член правкома, месткома, или тем более парткома, тогда у тебя есть шанс попасть в волшебный список получателей квартир. Составляют список как раз правком с парткомом. При этом размер квартиры должен строго соответствовать установленным нормам. 9 квадратных метров жилплощади на человека, плюс еще 5 метров на семью. На семью из 2 человек получается однушка квадратов на 30. Социалистическое отечество строго следит, чтобы гражданин не получил лишнего. Если ты можешь вступить в жилищно-строительный кооператив, у тебя на работе или по знакомству, или где-то еще, то ты платишь вступительный взнос процентов 20 от стоимости жилья, ждешь несколько лет, пока строится дом, а остальное выплачиваешь ежемесячными платежами. Почти как ипотека, только без процентов. Но если вдруг к моменту сдачи дома выяснится, что у тебя уже есть положенные 9 квадратных метров, ордер, скорее всего, не выдадут. Взнос, конечно, вернут. Советское государство впрямую грабит редко, но с мечтами о личной квартире можешь распрощаться. Именно такая ситуация едва не случилась с нашими героями. Раньше они жили в 2 комнатах в большой коммуналке, доставшихся от Марининых родителей. А родители Михаила перед самым выходом на пенсию попали в список получателей квартиры в новом доме. Перед этим семья ютилась в одной комнате в коммуналке, и Михаил оттуда выписался, чтобы прописаться у Марины. Поэтому теперь его родителям положена маленькая однушка. Если бы сын не выписался, квартира была бы 2-комнатная. Вот облом. Но советский человек знает, что делать. Он фиктивно разводится и прописывается обратно к родителям. В ЗАГСе Михаил с Мариной говорят, что чувства у них закончились, Марина неуместно хихикает, секретарь слегка удивляется, но бумаги оформляет. В итоге этих телодвижений старики получают 2-комнатную благоустроенную квартиру. Но что делать как бы бывшим супругам? Дети растут, соседи по коммуналке бухают по-черному, а хочется жить нормально. На квартиру от предприятия рассчитывать не приходится. Михаил хороший специалист, но молодой. В парткомах-месткомах не состоит. Через родственников он вступает в кооператив госстроя. По бумагам он холостяк, поэтому квартира ему положена однокомнатная. Через 2 года дом построен. Михаил и Марина опять приходят в районный ЗАГС, чтобы пожениться обратно и съехаться на законных основаниях. Тот же секретарь глядит на молодоженов с подозрением, но расписывает их заново. Теперь надо получить ордер на заселение в райисполкоме. А вот с этим проблема.
Ведь Михаил прописан в родительской двушке, то есть у него есть вполне удовлетворительная жилплощадь, те самые 9 квадратных метров. Все зависит от чиновницы, которая выписывает ордера. Никто ее никогда не проверит. Она может дать ордер, а может не дать, в зависимости от настроения. Ну так настроение можно гарантированно улучшить. Михаил дарит ей дефицитный польский журнал «Урода», по-польски «Красота». Покупается у знакомого продавца из-под прилавка в киоске «Союз Печати». Отсюда советские женщины берут выкройки модных нарядов. Вручая журнал, Михаил прибавляет вполголоса: «Особенно интересно на 15-й странице, почитайте». Женщина даже не проверяет, не в первый раз же. Она знает, что в журнале не только выкройки, но и конвертик с 30 рублями. Заветный ордер получен. Следующий этап – соединить кооперативную однушку с 2 комнатами в коммуналке и, наконец, получить свою удобную квартиру. Никаких риэлторов нет и в помине, зато есть жилищная биржа в Банном переулке. Это рядом с проспектом Мира. Через пару месяцев хождения там с самодельным плакатом на груди Михаил с Мариной находят нужный вариант – разъезжающуюся коммуналку рядом со строящимся домом советов. Все! Наконец-то семья из 4 человек может счастливо жить в отдельной двухкомнатной квартире. Они еще не знают, что через 30 лет эта квартира будет стоить сотни тысяч долларов. Сталинский дом в престижном районе Москвы. Мало что может быть круче. В наше время семья среднего достатка на такую квартиру не накопит за всю жизнь. Тогдашней семье понадобилось несколько сложных лет, порой некоторых манипуляций, умение находить лазейки в бюрократической системе и просто везение. Зато результат – почти за бесплатно доставшаяся потенциально супердорогая недвижимость. Звучит парадоксально, конечно. С одной стороны, люди по нынешним меркам буквально нищие, с другой – жилье у них, как у самой что ни на есть элиты. Чтобы лучше понять этот странный расклад, надо отказаться от современных представлений, согласно которым престиж имеет финансовый эквивалент. Нет, наши герои не элита, которая живет в дорогой квартире в престижном районе. Потому что престижных районов тогда вообще как таковых не было. Даже на улице Горького, нынешней Тверской, или, скажем, на Малой Бронной, хватало развалюх с коммуналками на 5 семей. То есть ты вроде как живешь на Арбате, в самом что ни на есть центре столицы, но мечтаешь о крошечной однокомнатной квартирке в спальном районе Чертаново, зато отдельной. А вот что было, так это дома улучшенной планировки. От ЦК КПСС, Академии наук, Совета министров, Минобороны и прочих серьезных ведомств. С одной квартирой на лестничной клетке, с огромными холлами, с вежливыми консьержами. Для особо избранных были даже двухэтажные квартиры. Но в такие дома ты с улицы не попадешь. На бирже в Банном переулке таких вариантов нет и быть не может. Барьер между разными социальными слоями в СССР непроходим. Даже если академик или министр, живший в подобной квартире, умер, а его потомки решили разъехаться, они найдут варианты размена внутри своего круга. Обитатели этого социалистического рая чужих к себе не пускают. А если ты каким-то чудом с ними все же договорился, в финальной инстанции, в райисполкоме, ордер на заселение в ведомственный дом тебе просто не выдадут. Не положено. Ведомственное жилье в СССР нельзя получить без карьерного роста в одном из статусных учреждений или удачного брака. Все остальное для простых смертных и ценится примерно одинаково. Главное, что у тебя есть своя квартира, а где именно, не так важно. О, цветной рубин. Рублей 600 тогда стоил. Главное, чтобы не сгорел и не взорвался. Все время этим пугали. Да постучать надо. Да сильнее. Так, а вот теперь отрегулировать чуть-чуть. О, Работает. а вот, кстати, анекдот про телевизор. Включает человек телевизор, а там Леонид Ильич выступает, съезд партии. Он переключает канал, а там опять Леонид Ильич на Малой Земле. Он опять переключает, а там опять Леонид Ильич, его орденом награждают. Но он последний раз переключает уже на последнюю передачу. И там снова Леонид Ильич. Я тебе сейчас попереключаю. Труда советского народа. Все советское телевидение – 4 программы.
3 основных, 4-я дополнительная, с ней никак не определяться. То делают ее образовательной, вариантом онлайн-уроков, то общекультурной, а потом опять учебной. Программа на неделю печатается в отдельных пятничных газетах, например, в «Вечерней Москве». За ней в ларек выстраиваются очереди. Программу вырезают, тщательно изучают, подчеркивают то немного интересное, ради чего стоит включить телевизор. Так, первая кнопка. Документальный фильм в буднях великих строек о передовом опыте механизаторов нечерноземья. Очень интересно. 19:00, прям в прайм-тайм. Такой вот остросюжетный фильм. Вторая кнопка. Вам, женщины, выступает народный коллектив «Песни и пляски Коми СССР». Третья кнопка. О, телесериал. Ну, в смысле, многосерийный художественный фильм «Операция Трест» 1967 года. Вообще-то это вообще первый советский сериал про плохих белогвардейцев и доблестных чекистов. Не «Санта-Барбара», которая идет лет 10 без передышки, а всего 4 серии. Но никого не удивляет, что откуда-то вытащили старый и, честно говоря, не особо увлекательный фильм. Для советского человека время не двигается. Меняются только номера съездов КПСС. Меняются марки популярных автомобилей раз в 10 лет. Был «Москвич-408», стали первые «Жигули». Все остальное как будто навсегда. Одни и те же телепередачи, одни и те же газеты, один и тот же Брежнев. Только орденов у него прибавляется. Когда престарелый генсек получает очередную звезду героя, специальные бригады ночью снимают его портреты с городских зданий, художники за пару часов дорисовывают новый орден, и к утру дорогой Леонид Ильич возвращается на место уже не 3, а 4-звездочным. Идущие на работу граждане ничего не замечают, будто так оно всегда и было. Любые изменения опасны. Время отменено. Как есть сейчас, так и останется навсегда. Тем удивительней советским гражданам, когда что-то все-таки происходит. В июле 80-го наши герои удивились странной тишине за окнами. Бесконечная стройка Дома Советов, которая уже 7 лет мучила всю округу, остановилась. Краны уехали, леса разобрали. На верхушке здания соорудили часы, и они даже заработали. Нет, Белый дом, конечно, и близко не был готов. Но должен был выглядеть готовым. Потому что началось главное событие эпохи позднего социализма – летняя Олимпиада 1980 года в Москве. На время проведения Олимпиады Москва превратилась в ожившую выставку достижений развитого социализма, где нет недостроек и несовершенств. Нет очередей в магазинах, нет толп, штурмующих по вечерам дребезжащие троллейбусы, нет алкоголиков у пивных ларьков и нищих старух в драной одежде. Тот сказочный СССР, который мерещится сегодняшним поклонникам советской власти, действительно существовал. С 19 июля по 3 августа 80-го года в Москве. По сути, это был грандиозный социальный проект, куда круче главного достижения той Олимпиады – 3 золотых медалей пловца Владимира Сальникова. В магазинах настало невиданное изобилие. Финский сервелат в свободном доступе, плавленые сырки Виола, неизвестный до сих пор советским людям йогурт, пластиковые баночки с джемами. Сейчас такие выдают в самолетах, но тогда это казалось каким-то чудом. В табачных ларьках рядом с Беломором, дубовой Явой и сигаретами овальными «Стрела» натуральный Мальборо и Честерфилд. Вместо лимонада Буратино – Фанта. Кока-кола тоже появилась, но только в пресс-зонах и барах для гостей Олимпиады. Даже отечественные продукты преобразились. Останкинский завод фруктовых вод выпустил первое советское баночное пиво «Золотое кольцо», а фабрика «Ротфронт» – первые советские жвачки. Прям как на загнивающем Западе. Пиво, правда, на вкус было не очень, а из жвачек не выдувались пузыри. Какие же тогда жвачки? Сейчас сложно понять, что чувствовали советские люди при виде всего этого изобилия. Потому что человек, родившийся при рыночной экономике, неважно, какой у него доход и социальное положение, не может в полной мере понять, что такое нищета. Нищета – это не когда у вас беспонтовая одежда, абибас с рынка или кроссовки из перехода за 700 рублей. Нищета – это когда вам не в чем идти на работу, потому что физически не в чем. Потому что у единственных сапог отвалился каблук, а другие взять негде. Не в том смысле, что придется перехватить у друга денег до получки.
Безотносительно того, сколько у вас денег, сапог просто нет в продаже. Красивых, некрасивых, зимних, летних, неважно. Были бы хоть какие-то, вы бы и в меховых пошли на работу в плюс 30. Но их тоже нет. Нищета – это когда вы идете с работы, видите очередь, выбросили какую-нибудь сайру. И не имеет значения, любите ли вы эту рыбу или нет, вы в эту очередь встанете. Потому что от такого счастья, выбросили сайру, может еще год не случиться. Советский человек не имеет вкусов, потому что любить больше рыбу или мясо, помидоры или огурцы, кислое или сладкое, на шпильке или на платформе, кожаное или вельветовое – это привилегия, которая появляется, когда есть из чего выбирать. Советский человек не предпочитал конкретные продукты. Советский человек потреблял калории. Такие, какие есть. Можно их добыть из какого-то мяса. Куска трижды перемороженной говядины, например, почти полностью состоящего из костей. Из сливочного масла вообще прекрасно. Но если его нет, а его очень часто нет, то и маргарин сгодится. В основном калории добывали из картошки, круп, макарон, из того, что находилось в относительно свободной продаже. Можно трижды ненавидеть морскую капусту, но если есть только она, придется есть ее. А если в магазине появлялось что-то еще, тут же организовывалось одно из основных социальных взаимодействий в СССР. Люди выстраивались в очередь. На час или на два. И нужно помнить, что обычно очередей было сразу две. Например, в продуктовом тебе нужно купить колбасу. Сначала ты стоишь в очереди, чтобы тебе отрезали кусок, взвесили его и выдали бумажку с суммой оплаты. С этой бумажкой ты идешь в кассу, куда, разумеется, тоже стоит очередь. А дальше с чеком возвращаешься к прилавку, и тебе отдают оплаченный товар. Советские дети приучались к походам в магазин с ранних лет. Их использовали для стояния в одной из этих очередей. Меня в детстве тоже брали с собой в магазин, ровно для этого. Бездетные считали этот лайфхак несправедливым и обижались. В очередях постоянно скандалили и даже дрались, но случались и романтические знакомства. Общие страдания сближают. В июле 80-го при всем невиданном изобилии в московских магазинах никаких очередей не было, потому что стоять в них было некому. Москва опустела. Столицу закрыли для иногородних. Милиция проверяла поезда и электрички на подъезде к городу. Если у пассажира не было московской прописки или командировочного удостоверения, его саживали с поезда и отправляли восвояси. Но даже прописка не гарантировала, что ты насладишься прелестями Олимпиадной Москвы. Всех неблагонадежных, алкоголиков, наркоманов, форцовщиков, проституток и диссидентов выслали за 101 километр. Там, на безопасном расстоянии от иностранных гостей и временного изобилия, их селили в общежития, базы отдыха и просто в заброшенные дома. А еще лишними оказались дети. Лишними и политически незрелыми. Ведь взрослые советские граждане прекрасно понимали, что вся эта социалистическая благодать – просто временная декорация, которую через 2 недели навсегда разберут. А вот чего ждать от неуправляемых октябрят и пионеров вообще неизвестно. За 101 километр их, увы, не вывезешь. Нужны какие-то другие меры. Пятое управление КГБ, ответственное за борьбу с идеологическими диверсиями, с весны целенаправленно запугивало население. Иностранцы будут подбрасывать отравленные жвачки. Или жвачки с лезвиями внутри. Или 2 в 1. Жвачки с отравленными лезвиями. И все. На Московскую Олимпиаду отправляют 3000 диверсантов. Они будут раздавать взрывающиеся сувениры. Уже были такие случаи. Вот одному таксисту француз подарил фонарик, тот его включил и остался без рук. Поэтому детей необходимо увозить. Они несознательные, и их нужно беречь. Запугивание подкреплялось подарками от государства, дефицитными путевками в пионерские лагеря, дома отдыха и пансионаты. Сочетание пугалок и путевок подействовало. Детей на время Олимпиады в Москве почти не осталось. Город без детей выглядел странно. Предполагаемая утопия отчасти напоминала антиутопию. Москва превратилась в полупустой, свежевымытый, свежепокрашенный тематический парк победившего социализма. 78 сданных в самый последний момент олимпийских объектов. Новые стадионы, олимпийские, реконструированные Лужники, футуристически крытый велотрек в Крылатском, новый терминал в аэропорту Шереметьево, Шереметьево-2,
ныне это терминал F. Гостиница «Космос» с технологическим новшеством, электронными ключ-картами для номеров. Олимпийская деревня на юго-западе, 18 новеньких жилых домов. После Олимпиады их обещали отдать обычным гражданам. В тамошних квартирах есть отдельные гардеробные. По тем временам это, как сейчас, частная вертолетная площадка. Государство чуть не надорвалось, создавая все это великолепие. Право на проведение Олимпиады Москва получила в 1974 году, а уже в 1975 Брежнев начал догадываться, что масштабы необходимых инвестиций плохо совместимы с плановой советской экономикой, пребывающей в перманентном кризисе. Он даже написал записку Константину Черненко, заведующему общим отделом ЦК КПСС. «Мы ввязались в авантюру, давай подумаем, как бы половче отказаться от этой чертовой Олимпиады». Но это был временный приступ слабости. Последствий этой записки не было. Потому что всегда, в любой ситуации, партия руководствовалась принципом: если есть противоречие между идеологией и экономикой, выбираем идеологию. Олимпиада была мощнейшим идеологическим проектом. Спорт в СССР – метафорическое доказательство мощи социалистического строя. Тяжелоатлеты Юрий Власов и Василий Алексеев поднимают штангу не с помощью развитых мышц. Через них осуществляется единая воля трудового народа. В 70-е в знаменитых хоккейных матчах с Канадой сборная СССР побеждает, ну или почти побеждает, не потому что Третьяк отбивает все, что летит в его ворота, а Харламов может в одиночку обвести всю канадскую пятерку. Нет, их клюшками управляет мировой пролетариат. Все очень просто. Если советский человек быстро бегает и высоко прыгает, значит советская власть сильнее капиталистов. Ну а если бегает не очень быстро или прыгает не так высоко, то это не важно. Любое международное спортивное событие для СССР как средневековый поединок чести. Победит тот, на чьей стороне не бог, конечно, бога-то нет, а всемирный закон исторического развития. Поэтому победа в хоккейном или футбольном матче – дело государственной важности. Если случается проигрыш, виноваты судьи. Они подкупленные или убежденные антисоветчики, или вообще агенты международных разведок. В 80-м году в финале зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде хоккеисты сборной СССР неожиданно проиграли американским студентам. А в итоге советским игрокам повысили зарплату с 200 рублей до 250, потому что они не виноваты, это все враги подстроили. Победа наших всегда по делу, проигрыш всегда несправедлив. А Московская Олимпиада – это не какой-то там очередной матч с канадцами. Это первая Олимпиада в социалистической стране. Она должна быть лучше всех, быстрее всех и выше всех. Нет более важного для советской власти проекта. Ну, кроме разве что установления власти трудящихся в какой-нибудь очередной стране. Например, в Афганистане. У советских людей было два вида радио. Первое вот это – радиоточка на кухне. Включается в специальную розетку. 3 кнопки, 3 программы. Тут есть хорошие передачи. Всеми любимая «Радио Няня» или «Клуб знаменитых капитанов». Есть еще пионерская зорька. Утром сонные дети, собираясь в школу, с завистью слушают бодрые голоса детей, вполне выспавшихся. Ну и удалые оптимистические песни. 3 белых коня, эх, 3 белых коня. Но в основном радио – это источник официальной информации. Выключать его строго запрещено, вдруг что-то важное пропустишь. Например, оповещение о ядерной атаке. Это не шутка, логика была именно такая. А пока нет экстренных оповещений, радио по всем 3 программам транслирует ощущение полнейшей безмятежности и неизменности. А вот еще анекдот. Международные новости. В Токио цунами, в Италии землетрясение, в Аргентине военный переворот, в Петропавловске-Камчатском полночь. Или вот другой анекдот тех лет. Хозяйке на заметку. Если вы хотите, чтобы ваш холодильник был всегда полон, включите его в радиорозетку. Из последних известий по радиоточке советские люди услышали, что 25 декабря 1979 года в Афганистан вошел ограниченный контингент советских войск. Новость звучала как проходная. Ну, вошел и вошел, делов-то. В какой-то непонятный Афганистан. Как вошел, так и выйдет. А вот это радио включали, когда хотели узнать что-то действительно важное. Например, что на самом деле происходит в Афганистане и как на это реагируют в мире. Это приемник Эврика 302. Он ловит длинные, средние и короткие волны. Советскому человеку интереснее всего короткие волны. Именно на этих частотах транслируется западное радиовещание на Советский Союз.
«Голос Америки», «Свободная Европа», русская служба BBC и даже радио Албании. Там диктатура бессмертного Энвера Ходжи, он сталинист, советское руководство считает ренегатами, поэтому его радио от «Голоса Америки» отличается разве что исполнением «Интернационала» в промежутках между такими же антисоветскими новостями. По одному из этих голосов 16 января 1980 года советские люди услышали, что США предъявили Советскому Союзу ультиматум. Советское руководство планировало провести в Афганистане молниеносную специальную операцию и завершить ее не за 3 дня, ну, хотя бы за 2 недели точно. Предполагалось, что никто не успеет отреагировать и неприятных последствий не будет. Примерно как в Чехословакии в 1968-м. Геополитические противники, конечно, тогда громко возмущались, но обошлось без спортивных санкций. Через несколько месяцев хоккейные сборные СССР и Чехословакии уже играли друг с другом на чемпионате мира. Чехословаки, конечно, ставили подножки, зрители кричали что-то недружеское, ну и все. Поэтому в серьезность ультиматума не поверили. И напрасно. 20 февраля США официально объявили бойкот. К Штатам немедленно присоединились почти все главные соперники советских спортсменов. Канада, Австралия, Англия, ФРГ, Испания, Италия. Всего 64 страны. Даже Китай оказался в списке. Западные спортсмены бойкоту не обрадовались. Некоторые из них все же приехали и выступали под флагами национальных олимпийских комитетов. Но в целом ситуация вышла неприятная. Олимпиада была способом продемонстрировать мощь Советского Союза идеологическим соперникам, но именно они отказались приехать. Для сравнения, в Олимпийских играх 1976 года в Монреале участвовали 142 страны. В Московской Олимпиаде, которая должна была стать самой масштабной, самой зрелищной, самой объединяющей, всего 80. Это был не только идеологический, но и сильный экономический удар. Из-за бойкота западные спонсоры и рекламодатели разорвали контракты с Советским спорткомитетом. Очень дорогостоящая Олимпиада резко стала страшно убыточной. Но отступать было поздно. Она поймала вогнутым зеркалом луч солнца, зажгла факел. Мария Масколио, актриса Афинского театра, была в тот момент жрицей храма Геры. Она верила, что все люди слеплены Прометеем из глины, смешанной со слезами, и надо похитить несколько искр из солнечной колесницы, чтобы вселить в нас душу. Из древней Олимпии понеслась эстафета, напоминая людям: они не смеют слоняться по земле хилыми сонными призраками, пусть будут сильными, овладеют огнем, научатся ремеслам, искусствам. Кто-нибудь спросит, зачем это в эпоху расщепленного атома и космических кораблей? Это бесспорно феномен 20 века, вовлекая города, государства, континенты, используя фантастическую технику, с участием тысяч людей воспроизводить обычаи, восходящие к античным мифам. Но ведь это и признак того, как дорожит человечество извечным стремлением к физическому и нравственному совершенству, к миру, согласию, красоте. – 29 июля сборная СССР по футболу проигрывает сборной ГДР в полуфинале Олимпиады. В другое время это было бы огромным разочарованием для болельщиков, ведь советские футболисты намеревались повторить свое главное достижение – золото Олимпиады 1956 года. Но проигрыша никто не заметил. За несколько дней до того умер Владимир Высоцкий. Опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Его похороны состоялись 28 июля и превратились в самое массовое стихийное народное шествие в СССР после празднования полета Гагарина в 1961-м. Идеальный олимпийский порядок испаряется, будто его никогда и не было. В зачищенном центре Москвы огромная толпа. Очередь к театру на Таганке, где проходит прощание, растягивается на 9 километров. Гроб везут на Ваганьковское кладбище. На улицах его сопровождают около 200 тысяч человек. Катафалк засыпают цветами. Люди плачут и поют песни Высоцкого.
То же самое делают и милиционеры, которые должны, по идее, пресекать неразрешенную активность. Потому что нет в СССР более объединяющей фигуры, чем Высоцкий. Конечно, Михаил и Марина были там, на Таганке и на Ваганьковском. И сосед их по лестничной клетке, мастер спорта по бегу с препятствиями, тоже был. Их дети вместе играли во дворе в вышибалы и штандерстоп. Но взрослым говорить было особо не о чем. Сейчас же другое дело. Высоцкого слушали все. По телевизору и радио крутили Кобзона, Бюльбюль-Аглы и Виа-Ариэль. Но и закон на любой улице любого города играли песни про лунный трактор и волков. Если у человека был магнитофон, у него были записи Высоцкого. И неважно, было ли это вечно жующий пленку «Советский парус» или купленный в «Березке» за валютные чеки двухкассетник «Шарп». Одни и те же песни слушали и в строительном бараке в Нарьян-Маре, и в советском посольстве в Вашингтоне. 240 миллионов граждан СССР действительно были одной нацией с общим культурным кодом, который состоял из анекдотов и песен Высоцкого. Советский человек привык жить в двух мирах – официальном и настоящем. В настоящем мире у него был любимый певец и поэт, чьи песни попадали прямо в нерв. В официальном мире Высоцкий был маргиналом, которого едва терпели. Крошечное сообщение о смерти в газете «Вечерняя Москва» – вот и все отражение события, которое для людей было важнее всех олимпиад на свете. Цитата из внутреннего доклада в ЦК КПСС. В популярности Высоцкого после его смерти отчетливо проявляется нездоровая сенсационность, усиленно подогреваемая враждебными кругами за рубежом. Поэтическое наследие Высоцкого весьма противоречиво, что было обусловлено его мировоззренческой ограниченностью. Кульминация негативного идейного мотива достигается в песне «Охота на волков», где метафорически изображается положение художника в советском обществе. В другое время огромную толпу в центре Москвы наверняка разогнали бы, не стесняясь избиений и арестов. Но сейчас, во время Олимпиады, советская власть решила предстать перед миром с другой стороны. Эй вы, задние, делай как и я. Это значит, не надо за мной. Колея, это только моя. Выбирайте своей колеей. Выбирайте своей колеей. Выбирайте своей колеей. При создании олимпийской символики советское руководство отказалось от идеологии. В первоначальных набросках, конечно, фигурировали пятиконечные звезды, серпы и молоты, но какие-то неизвестные гении маркетинга решили пойти другим путем. Абстрактная, устремленная то ли в небо, то ли в светлое будущее высотка, похожая на сталинскую, но без мрачной громоздкости, и улыбающийся пухлый медведь. Конкурс, на котором выбирали общенационального маскота, проводила самая добрая советская телепередача «В мире животных». Победил медведь. Эскиз создал художник Виктор Фижиков, автор картинок к книжкам Чуковского, Агнии Барто и Джани Родари. Похоже, он срисовал медвежонка самого себя. По этому эскизу сделали 8-метрового гиганта на секретном заводе НИИ резиновой промышленности, так называемом почтовом ящике, где разрабатывались специальные ткани для космических аппаратов и подводных лодок. На олимпийского мишку ушло 150 метров двухслойной прорезиненной ткани. Детали соединили авиационным клеем. С полетом долго были проблемы. Наполненный гелием медведь заваливался то на бок, то на спину. Тогда для улучшения летных характеристик к нему прикрепили гирлянды из воздушных шаров, таким образом завершив образ гигантской детской игрушки. Солдаты Таманской дивизии организованно взмахнули флажками, и живая картина пустила слезу. Помахивая лапами, 8-метровый мишка улетел со стадиона под песню в исполнении Льва Лещенко, Татьяны Анциферовой и ансамбля «Пламя». Чуть ли не единственный ребенок на трибунах махал ему вслед рукой. В СССР всегда гордились размерами. Самая большая страна, самая высокая телебашня, самые продолжительные космические полеты. Но теперь советская гигантомания соединилась с сентиментальностью.
огромная, но трогательная игрушка должна была предъявить публике добродушную и человеческую сторону советской власти. Олимпиада стала последней и главной сказкой Советского Союза. Мишка улетел в ночное московское небо. О том, что с ним стало дальше, ходило множество слухов. То ли он рухнул где-то в Беляево, при падении уничтожив пивной ларек, то ли летчик, который будто бы управлял медведем изнутри, решил сбежать в Швецию, и символ Олимпиады пришлось сбивать ракетами ПВО. На самом деле никто Мишкой не управлял. Он совершенно самостоятельно приземлился прямо на Воробьевые горы. Тогда они назывались Ленинские. Много лет спустя, в конце 90-х, на складе давно закрывшегося завода резиновых изделий среди мусора обнаружили гору полуразложившейся резиновой ткани. Это и был потерянный олимпийский талисман. Ни до Швеции, ни до сказочного леса он так и не добрался. После Олимпиады будущее здание Верховного Совета РСФСР вновь стали достраивать. Но особого дискомфорта жильцы квартиры 17 теперь не испытывали. Стройка шла, мягко говоря, без энтузиазма. Время чудес закончилось. После Олимпиады страна вернулась к реальности. Выяснилось, что Брежнев боялся не зря. Советская экономика все-таки надорвалась. Стоимость олимпийских объектов, которые сдавались в последний момент авральным методом, кратно превысила первоначальный бюджет. Пришлось отменить на несколько лет крупные капиталовложения в строительство. Множество строительных объектов по всей стране было остановлено. В те годы на фасадах новых домов часто выкладывали разноцветным кирпичом год сдачи объекта. После Олимпиады на многих замороженных стройках единственным занятием строителей была смена этих цифр. 1981, 82, 1983. Квартиры в Олимпийской деревне действительно отдали советским гражданам, но всю обстановку вывезли, неприятно удивив новых жильцов. Сервелат съели, Мальборо выкурили, производство советского баночного пива закрыли, потому что пить его было невозможно. Зато осталась фанта и советские жвачки. Школьники немедленно придумали игру в фантики. Их складывали в стопку, затем по очереди хлопали по ней ладонью. Какие перевернутся картинкой вверх, те твои. Иностранные ценятся больше. У них с советскими сложный обменный курс. За один Риглис Spearmint или Juicy Fruit по 10 клубничных или мятных. И как в это играть? Да вот как, смотри. Перевернулись, выиграл. Опа, все мои. Но вообще-то, если бы советский человек проспал 2 недели в июле-августе 80-го, он бы и не заметил, что Олимпиада закончилась. В СССР позднего периода, если и появлялось что-то новое, то оставалось уж навсегда. Олимпийский Мишка улетел, но его бесконечные двойники прочно поселились в советском быту. Календари, настенные и наручные часы, ручки, пеналы, портфели, мишки и олимпийские кольца были повсюду. Ветровки, их производство освоили к Олимпиаде, были украшены той же символикой и носили их, как всякую новую одежду, до полного истления. Такая была специфика советского ценообразования. Предприятия не имели права самовольно повышать отпускные цены, зато могли изобразить на своем товаре логотип в виде абстрактной высотки, мишку или 5 колец, и повысить цену, ведь теперь это сувенирная продукция. Еще про Брежнева. Встречает индийскую делегацию. Уважаемая Индира Ганди. Леонид Ильич, это же олимпийские кольца. Олимпийские плакаты размером с дом, монументальные фрески, огромные буквы на зданиях – все это тоже осталось и благополучно просуществовало до конца советской власти. «Навстречу Олимпиаде» призывал стандартный плакат с героическими рабочими, комбайнерами или даже космонавтами. Вплоть до развала СССР советских людей призывали двигаться навстречу прошлому. Да, советский городской дизайн не стеснялся абсурда. Монументальная пропаганда и столь же монументальная реклама ничего конкретного человеку не сообщали. Это были абстрактные послания в никуда. Решение июльского пленума ЦК КПСС в жизнь. Народ и партия едины. Партия наш рулевой. А вот огромные буквы на здании, цитата из Ленина. Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор,
но также и коллективный организатор. Что из этого странного послания должен извлечь едущий на работу в трамвае гражданин? Никто не понимал, да и не старался понять. Все приучились не обращать на это все дело никакого внимания. Так же, как и на уличную рекламу. Летайте самолетами Аэрофлота. А каким же еще? Других авиакомпаний нет. Плакаты в магазинах. Хлеб всему голова. Или на завтрак и ужин сыр нам всем, конечно, нужен. Ну да, если человек не увидит рекламу хлеба и сыра, то точно забудет их купить. А вот, например, такая реклама. Гидропрессы ГДР. Москвич, проходящий мимо северного выхода метро «Аэропорт», где она была водружена еще в 70-е, вряд ли собирается прикупить себе гидропресс для домашнего использования. А может, вообще не в курсе, что это за штука-то такая. Но он не удивляется. Так было и так будет, и ничего никогда не изменится. На самом деле изменения уже начались. Помню такой календарь. Висел годами. Так и не снимали его. Как не снимали? Это же календарь. В чем смысл? Красивый очень. После Олимпиады осталась куча разнообразной иностранной продукции. Ее растащили все, кому не лень. Скудный советский быт обогатился итальянскими пепельницами Оливетти, французскими одноразовыми ручками Биг, шведскими зубными щетками и финскими мочалками. Вроде бы совершенная ерунда, безделушки, но их символическая роль была огромной. Чтобы произвести впечатление на западный мир, СССР вынужден был и сам ему открыться. Западная цивилизация просочилась сквозь открытый на 2 недели железный занавес. И полностью закрыть его обратно уже не удастся никогда. Заграница – особый мир для советского человека. Власть изо всех сил старается ограничить выезд за рубеж, обоснованно подозревая, что граждане самой счастливой страны разбегутся во все стороны, едва получат такую возможность. Целым категориям граждан выезжать из страны вообще нельзя. Любым сотрудникам военной и околовоенной сферы, бесчисленных научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, организаций, где пробегала какая-то гостайна, служащим профильных министерств и органов госбезопасности. Членам их семей заграничные поездки тоже запрещены. В стране, где треть экономики приходится на военку, под ограничения подпадают десятки миллионов граждан. Кроме того, тебе может не повезти с 5-м пунктом. Слово «еврей» в графе «национальность» в числе прочих неприятностей исключает для тебя и туризм за пределами страны. Остальным за границу типа можно, но на самом деле тоже нельзя. Выезд за рубеж, обычно в соцстрану, разрешается только по официальной туристической путевке в составе тургруппы. Что для этого нужно? Сначала получить характеристику с места работы и проставить на нее треугольник печатей от правкома, парткома и руководителя предприятия. Дальше специальное рассмотрение на заседании райкома партии, потом проверка в КГБ. И если ни на одном из этапов тебя не срежут, документы отправляются на оформление выездной визы. Да, чтобы выехать из СССР, нужна выездная виза, разрешение от государства. Если ты обычный человек без каких-то невероятных связей и влияния, о поездке в капиталистическую страну даже не мечтай. Турпутевки и командировки в капстраны – это для звезд спорта, культуры или науки. Ну или для отдельных товарищей, самых ответственных и проверенных. В общем, заграница для подавляющего большинства советских граждан как Луна. Попасть туда, в принципе, возможно, законы физики позволяют это сделать, но не в этой жизни. Те, чья работа связана с регулярными загранкомандировками, артисты Большого театра, моряки, экипажи воздушных судов, водители-дальнобойщики внешпосылторга, они кто-то вроде небожителей. У них самые блатные места в советской системе, на которые с улицы не устроишься никак. Для примера, в советской гражданской авиации существует специальность пилот-международник. Пилот, который везет вас из Москвы в Свердловск, не может быть поставлен на рейс даже до Будапешта. Для этого есть отдельные пилоты в отдельных отрядах. Если обычный человек пробился сквозь все барьеры и неделю походил по Парижу под строгим контролем сопровождающих тургруппу КГБшников, он, по возвращению, становится поистине легендарной личностью. Почти как космонавт Алексей Леонов, который первым вышел в открытый космос.
При этом советский гражданин мало что увидит. Обязательно только посещение могилы Мариса Тореза на кладбище Пер-Лашез. Да и не очень важны там всякие Лувры и Монмартры. Куда интереснее магазины одежды и электротоваров. Привезенные из-за границы сапоги, пальто, даже просто зажигалка – это не просто хорошие вещи. Это артефакты, резко повышающие социальный статус гражданина СССР. В 1981 году в семье наших героев невероятное событие. Михаила посылают в загранкомандировку. Конечно, не в КАП-страну, а в социалистическую Венгрию. Там собрались реконструировать цех автозавода, производящего автобусы «Икарус», и попросили профессиональную консультацию у старшего брата по соцлагерю. В Венгрии железный занавес значительно тоньше, западных товаров больше, да и местные вещи отличаются от советских, как тот же «Икарус» от родных пазиков. Через 2 недели Михаил возвращается нагруженный как Садко, удивительными заморскими гостинцами. Для сына – фигурки индейцев и ковбоев, для дочери – кукла-имитация Барби, а для жены – настоящие замшевые сапоги. Чтобы все это купить на скудные командировочные, 5 рублей в день, то есть примерно 100 венгерских форинтов по официальному курсу Госбанка СССР, Михаил питался в номере гостиницы, привезенной с собой тушенкой, и заваривал байховый чай кипятильником. Себе он ничего не купил, зато семью порадовал. К тому же прихватил несколько бесплатных журналов из холла гостиницы. Они гораздо красочнее советских, а внутри даже есть постеры. На плакатах какие-то венгерские музыканты. В СССР их никто не знает. Но это не важно. Любая вещь, имеющая отношение к западной цивилизации – главное украшение интерьера. Стену над кроватью любого уважающего себя подростка украшает плакат с любой западной рок-группой, какую удалось найти. Пусть давно распавшуюся, или неизвестную, или вот даже венгерскую. Или реклама автомобиля. Неважно, что именно. Это на самом деле не плакат, а окошко в иную жизнь. Никого не удивляет, если солидная мать семейства в цигейковом полушубке стоит в очереди за рижскими шпротами, а в руках у нее пакет с изображением полуодетой девушки, рекламирующей шампунь Велла. Это же импортный пакет! Значит, богатая женщина со связями. В уважающих себя домах в гостиной на видном месте лежат западные журналы. Если нет Париматч или Нью-Йоркера, сойдет и журнал «Америка». Этот ежемесячник, рекламирующий американский образ жизни, выпускается в СССР по межгосударственной договоренности. Взамен в Америке выпускают журнал Soviet Life с пропагандой советского строя. Найти в Америке экземпляр Soviet Life довольно сложно, потому что журнал вообще-то мало кому нужен, разве что специалистам-политологам и журналистам. В СССР его американский аналог не достать по противоположной причине, потому что он нужен буквально всем. Подписка на издание оформляется только в особо серьезных учреждениях и только проверенным товарищам. Теоретически его можно купить в киосках «Союз Печати» рядом с гостиницей «Националь», но на практике только договорившись с киоскером. Советская власть героически пытается угнаться за западным обществом потребления. Хотите джинсы? Вот вам Верея. Всего-то 20 рублей, гораздо дешевле, чем Levi's или Rifle у форсовщиков. Им 100-150 рублей придется отстегнуть. Вот только советские джинсы отвратительно сшиты и изнашиваются за пару месяцев. Вам зачем-то нужны полиэтиленовые пакеты с принтами? Ну окей, вот вам пакет с нашим любимым олимпийским мишкой. Тоже не годится? Ну тогда мы просто объясним, как вам повезло, что вы родились в СССР. Аникеевы – семья, каких в стране миллионы. Их жизнь, их благополучие – цель экономической политики государства. Они пользуются правами, затрагивающими самые основы человеческой жизни. Правом на труд, на образование, на жилище, на охрану здоровья, правом на материальное обеспечение в старости. Эти права гарантирует им Конституция социалистического государства. Советскому человеку с детства втолковывают, что граница между добром и злом пролегает между социалистическим и капиталистическим блоком. Дети читают про мальчиша-плохиша и проклятых буржуинов. Взрослых сгоняют на обязательные лекции общества знания о разжигателях войны. В
В каждой крупной газете, помимо стандартных передовиц о международном положении, печатаются карикатуры. «Дядя Сэм, угнетающий трудовой народ» или «Статуя свободы с ядерной боеголовкой». Пропаганда устроена бесхитростно. У нас все хорошо, у них все плохо. Мы за мир во всем мире, они за гонку вооружений. У нас общественные здравницы, у них нищета и эксплуатация. Наши счастливые рабочие ходят на первомайские демонстрации. Их угнетенный рабочий класс устраивает забастовки. Эффект, естественно, получается обратный. Первая часть формулы «у нас все хорошо» настолько расходится с реальностью, что недоверие автоматически переносится и на вторую часть, что, мол, у них все плохо. К 80-м годам пропаганде не верит уже примерно никто. Дети в Москве постоянно инспектируют мусорные ящики у западных посольств. Иногда возвращаются с добычей. У французского посольства можно раздобыть комиксы, например, про Человека-паука. Французского языка никто не знает, оригинальных комиксов тоже, читают незнакомые слова как попало. Взрослые выписывают еженедельник за рубежом и регулярно смотрят международную панораму. Для них это окошко на Запад. Идеологию пропускают мимо ушей, изучают картинки. Как одеваются люди, на каких машинах ездят, в каких условиях живут. Ангар-18. Американское правительство пытается скрыть прилет инопланетян. Прогрессивные граждане борются со спецслужбами. Козерог-1. Американцы готовят пилотируемую миссию на Марс, но из-за технических проблем на самом деле собираются выдать постановочные съемки в павильоне за настоящую трансляцию из космоса. Журналистов, раскопавших это дело, заодно и астронавтов пытаются убить, но капитан корабля сбегает и доносит правду до обманутой американской общественности. В США эти фильмы едва заметили, но в СССР это мега-хиты. Перед сеансом крутят не трейлеры и рекламу, как сейчас, а киножурналы. Иногда это «Ералаш» — юмористические миниатюры для детей. Иногда «Фитиль» — известные актеры разыгрывают сатирические сцены о несунах, взяточниках и тунеядцах. Но порой приходится смотреть какую-нибудь документалку о рекордном урожае в Ставропольской области. Хотя и там попадаются перлы. Например, фильм про овцеводство в озвучке Иннокентия Смоктуновского. Природа удивительно доверчива. Человек здесь большой друг, помощник, частый врачеватель. Терпкий запах подсыхающего сена вызывает столько дорогих воспоминаний. О, стенд. Такие стенды стояли повсюду на улицах крупных городов. В Москве в начале 80-х 124 кинотеатра. Почти как сейчас. Сейчас 128. Февраль 81-го. Что у нас сейчас идет в кино? «Любимая женщина» механика Гаврилова. Мелодрама с Гурченко, более-менее. «Ленин в Париже». Людям, конечно, интересно на Париж посмотреть, но все же понимают, что снимали в лучшем случае во Львове. «Карнавал» с Ириной Муравьевой. Еще одна мелодрама с песнями, танцами о трудной судьбе романтической провинциалки. «Отставной козы-барабанщик». Кто это такой, непонятно. И не очень хочется узнавать. Хотя название вроде ничего. «Армия Трясогузки снова в бою». Что? Фильм 68-го года. 13 лет прошло. Что он делает в прокате? А вот еще. «Мы из Кронштадта». Вообще, 36-й год. Какой-то тотальный кинотеатр повторного фильма. Та же «Армия Трясогузки» про отряд подростков, борющийся с белогвардейцами во время гражданской войны, не сходит с экранов десятилетиями. И вовсе не потому, что это хит, приносящий кучу денег. Просто в комитете кинематографии решили, что это правильный и полезный фильм. Понятно, что на таком фоне любой западный фильм становится блокбастером. Особенно, если он все-таки куплен не по идеологическим, а по коммерческим причинам. Ведь советский кинематограф – часть общей экономической системы. Госкино тоже должно выполнять план. Бесконечные повторы старых советских лент денег приносят мало. Вся надежда на импортные фильмы. Хорошо, пусть без критики буржуазного общества, но тогда сюжеты должны быть максимально беспроблемными. Очень популярно индийское кино. «Зита и Гита», «Месть и закон», «Танцор диско», «Страсти», «Любовь», «Убийство», «Танцы и песни». Эти картины смотрят и в центре, и в провинции. В Средней Азии в начале 80-х даже вошло в моду на свадьбы приглашать не музыкантов,
а кинопередвижку с индийскими фильмами. Абсолютный чемпион советского проката – мексиканская мелодрама «Есения» про несчастную сиротку-цыганку, которая оказалась потерянной в детстве дочерью богачей и вышла замуж за красавца-офицера. 91,5 миллион зрителей. У «Бриллиантовой руки» для сравнения 76. Еще граждане обожают французские комедии, особенно с Пьером Ришаром. В начале 80-х это чуть ли не самый популярный актер в СССР. Его обаятельный и нелепый персонаж, постоянно попадающий в абсурдные ситуации, очень близок к советскому зрителю, для которого абсурд – родная стихия. Эротические намеки в этих фильмах слабо подходят под стандарты советской цензуры, но сборы от Ришара сенсационны. Цензура закрывает глаза и ограничивается тем, что запрещает смотреть французские комедии детям. Однако советские кассиры в основном сквозь пальцы смотрят возрастные ограничения, и дети все равно смотрят кино. Комедии, как правило, безопасны, но иногда у зрителей все-таки могут возникнуть ненужные мысли. Много проданных билетов – это хорошо, но и про идеологию забывать нельзя. На этот случай всегда есть монтажный стол и ножницы. Например, в фильме «Откройте, полиция» цензоры отрезали финал, слишком уж оптимистичный. Это история о сентиментальных жуликах, которые обманывают кого угодно, но только не друг друга. В финальной сцене один из жуликов выходит из тюрьмы. Никто его не встречает, он один бредет по дороге, и тут его нагоняют друзья и следует хэппи-энд. В советском прокате последние кадры отрезаны, он грустно уходит вдаль и все, друзья предали. Вот так вот оно в мире чистогана. Всегда вот так и бывает. Огромная часть мирового кинематографа по сути отменена вовсе. Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Стэнли Кубрик, Стивен Спилберг – все они присутствуют только в разоблачительных фельетонах. Альфред Хичкок – автор извращенных ужастиков, «Крестный отец» Копполы, прославление мафии. «Звездные войны» Джорджа Лукаса в советской прессе называют «Война звезд» и вовсю ругают. Критики фильм явно не смотрели. На американский экран пришли ужасы поистине космического масштаба. Чудовищные тираны терроризируют нашу галактику. Борьбу с ними ведут герои фильма. Некая круглолицая принцесса, деревенский юноша, старый рыцарь круглого стола, человек-обезьяна и два робота. Для пущего устрашения обывателя создатели фильма пускают в ход самое совершенное оружие – лазерный луч, которым герои картины сражаются как рапирой. У советских людей вместо «Звездных войн» свой фантастический блокбастер «Через тернии к звездам». Кино про коммунистов будущего, спасающих от экологической катастрофы далекую планету, погрязшую в диком межзвездном капитализме. Это совсем не Голливуд, но кинозалы забиты под завязку. Только в 81-м фильм посмотрели 20 миллионов зрителей. Потому что мода на научную фантастику в позднем СССР тотальна. И кино, и книги. Антологию современной фантастики в книжном купить невозможно. В библиотеках за ней многодневные очереди. Все выписывают журнал «Техника молодежи». Здесь периодически печатают западные фантастические рассказы. Здесь обсуждают технологии будущего. Какие звездолеты лучше? На фотонной тяге или с солнечными парусами? Когда изобретут телепортацию? Это еще одно средство от серой повседневности. Да что ж такое-то звук? Декабрь 81-го. 11-летнему Антону в школе поручают важную задачу – вести политинформацию. Раз в неделю, по средам, за 15 минут до первого урока он должен рассказать всему классу самые важные мировые новости. Всю неделю он вырезает из газет заметки и наклеивает их в специальную тетрадку. Утром 16 декабря Антон выходит к доске и зачитывает новости из своей тетрадки. Одноклассники, да и классная, спят с открытыми глазами. Ну что там может случиться? В мире позднего социализма никогда ничего не случается. Новым генеральным секретарем ООН избран Хавьер Перес де Куэльер. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев направил приветственную телеграмму, в которой особенно подчеркнул, ну и так далее. Израильская военщина оккупировала голландские высоты, неотъемлемую территорию свободолюбивой Сирии. Прогрессивная общественность возмущена наглым поступком сионистско-фашистской клики и их хозяев из Вашингтона.
Полным ходом идет сооружение трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород. В рекордные сроки сдан цех нового сталелитейного гиганта. Все как всегда. Политинформация заканчивается, одноклассники с трудом просыпаются, впереди математика и дроби, потом природоведение, русский язык, прыжки через козла на физре и, наконец, домой, к телевизору. Там хоккей, наши играют с финнами. Вот это действительно интересно. Главные новости нет ни в тетрадке Антона, ни в советских новостях. Родители шушукаются об этом на кухне, но с ребенком не обсуждают. Мало ли, скажешь что-нибудь в школе, проблем потом не оберешься. А происходит вот что. В братской Польше, похоже, социализм дал трещину. Еще 1,5 года назад, после очередного повышения цен на мясо, польские рабочие устроили массовые забастовки. Их возглавило Объединение независимых профсоюзов «Солидарность». Сейчас волнения разрослись до катастрофических масштабов. Граждане Польши требуют экономических реформ, отмены цензуры и уменьшения роли партии. Советский Союз предупреждает: не решите проблему, пустим танки. В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года польские власти вводят в стране военное положение. Демонстрации разгоняют пулями, объединение «Солидарность» запрещают, как и акции протеста. Польша – главный союзник СССР по соцлагерю. Она находится в жесточайшем политическом и экономическом кризисе. В самом СССР, как всегда, делают вид, что ничего не происходит. Зрелый социализм становится все более зрелым, единый блок трудящихся все более един, дружба народов все более нерушима. Но внутри системы такой уверенности нет. Кризис в Польше произошел из-за проблем с продовольствием. И в Советском Союзе подобное уже случалось тоже, в 1961-м в Новочеркасске. Все то же самое. Повышение цен на мясо, забастовка возмущенных рабочих, расстрел демонстрации. Тогда протест удалось задавить. Но что если время и люди изменились, и стачки начнутся повсеместно, как в Польше? Да, СССР может решать проблемы с продуктами питания с помощью долларов, покупать пшеницу, мясо. Но беда была в самом устройстве плановой экономики. От того, что за баррель нефти пришло в 5 раз больше денег, колхоз не станет производить больше свиней, а мясокомбинат больше колбасы. Сколько денег не выделено на продовольствие, своя еда не появится. Плановая экономика страдает не от дефицита валюты, а от собственной неэффективности. Она построена на взятках, приписках и общем очковтирательстве. У нее отсутствуют рыночные мотивы для роста производства. Птицефабрике плевать, сколько кур у нее купят, а значит, курятины и яиц никогда не будет вдоволь. Такая экономика не способна обратить себе на пользу даже благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, когда нефть дорогая. Как это работает в рыночной экономике? Поступает больше денег от нефти, бюджет пополняется, государство тратит больше денег, растет совокупный спрос в экономике, эти деньги поступают на потребительский рынок, а дальше уже рынок сам распределяет, какими товарами и услугами удовлетворить возросший спрос. В плановой же экономике можно только дыры затыкать. Пропало мясо, вот купили мясо. В ней нет компоненты, которая способна превращать повышенные доходы бюджета в товары и услуги. Но что-то делать все-таки надо. Напуганная польскими протестами советская власть пытается исправить ситуацию, как умеет. В феврале 1981-го происходит главное регулярное событие советской общественной жизни – съезд КПСС. Уже 26-й по счету. Дел предстоит много. Медленно и с трудом читает по бумажке Брежнев. Задачи надо решать большие, сложные, но мы их решим и решим обязательно. Начинается новая пятилетка. Через несколько лет ее станут называть пятилеткой похорон. Но пока пожилые члены ЦК КПСС живы, хотя и не очень здоровы. Некоторые персоны в обновленном политбюро публике известны. Например, Юрий Андропов, давний глава КГБ. Других никто не знает. Например, Константина Черненко, совершенно непубличного аппаратного работника ЦК КПСС. А Михаил Горбачев, бывший первый секретарь Ставропольского крайкома партии, резко выделяется среди прочих. Ему всего 50 лет, тогда как средний возраст в политбюро около 70. Именно Горбачев, юноша по партийным меркам, берется за главную задачу 11-й пятилетки – продовольственную программу, разработанную под его руководством, торжественно принимают на следующем пленуме ЦК КПСС в мае 1982 года. В некотором роде это революция. Впервые за много лет, по сути с момента отстранения Хрущева, партия признает, что у нее проблемы. Хотя, конечно, отдельные и временные.
С продовольствием не все хорошо. Да, есть такое. Но меры уже принимаются. К 90-му году производство продуктов будет увеличено в 2,5 раза. Для этого будут созданы агропромышленные комплексы, начнется механизация и химизация. Колхозникам за успешные результаты начнут платить премии. А главное – всемерное развитие нечерноземья, то есть северных и центральных районов страны, где почвы не самые плодородные. Но они подвергнутся мощной интенсификации и восполнят недостаток провизии. Нечерноземье в Советском Союзе начала 80-х – что-то вроде Целины при Хрущеве. Монументальная пропаганда, гигантские плакаты и фрески, документалки по телевизору, и перед киносеансами демонстрируют трудовой подвиг покорителей нечерноземья, механизаторов, комбайнеров и трудовых студенческих бригад. Но всем этим обещаниям, этому новому приступу государственного оптимизма никто, конечно, не верит. Нужно понимать, к началу 80-х отношения с советским государством у граждан свелись к формальным ритуалам. Не нужно на партсобрание с энтузиазмом громить врагов народа. На это собрание нужно просто прийти, высидеть положенное время, послушать, позевывая про загнивающий американский империализм, а потом заняться настоящими делами. Отстоять очередь за молоком в треугольных пакетах в гастрономе, зайти за морковкой и капустой в овощной и постараться найти не слишком гнилую. К началу 80-х жизнь официальная и жизнь реальная – два разных мира, которые нигде не соприкасаются. Когда генсек по телевизору говорит об удовлетворении возрастающих потребностей советских граждан, все знают, что он врет. Он и сам знает. Партработники в зале заседаний знают. Операторы и техники в Останкино знают. Каждый телезритель знает. И всем нормально. У каждого в этом спектакле своя роль. Генсек должен говорить то, что написано на бумажке, гражданин должен слушать и не возражать публично. Верить в сказанное совершенно не нужно и даже вредно. К этому времени советский человек уже полностью сформирован. Он спокойно говорит на партсобрании одно, на кухне другое, думает при этом третье, а поступает четвертым образом по пятым причинам. Народ приспособился. Ходит куда нужно, смотрит куда нужно, а сам отпиливает, отламывает, откручивает, преданно глядя государству в глаза при этом. Это то, что мы, к сожалению, унаследовали в полной мере. Вся публичная, вся официальная, вся политическая жизнь нам видится этакой игрой, к которой ни в коем разе нельзя относиться всерьез. Кстати, как раз поэтому американские фильмы времен Холодной войны выглядят такой развесистой клюквой. Наивные янки искренне думали, что на советской земле живут коммунисты, которым только дай волю строем походить. Гражданам свободного мира было невдомек, что к 80-му году идейных коммунистов во всем огромном СССР не набралось бы даже на небольшое партийное собрание. Люди просто жили. Не в советском государстве, самой прогрессивной общественной формации, предшественницы коммунизму, а в своем частном микромире. Занимались удовлетворением базовых потребностей и жили, по их меркам, нормально. Задним числом мы называем 80-е эпохой полураспада СССР. Но у советских людей на тот момент не было никаких оснований так думать. Абсолютное большинство граждан Советского Союза не видело в своей жизни ничего, кроме советской власти. Революция, гражданская война, Голодомор, Вторая мировая буквально выкосили поколения, знавшие, как выглядел мир до советской власти. Люди поколениями были встроены в советскую систему. Начиная с ясельной группы, они по-советски росли, по единой программе учились в школе, вступали в комсомол, служили в армии, шли в институт и по распределению отправлялись на работу. Советское государство было единственным работодателем, единственным продавцом, единственным учителем. Никакого существования вне этой системы не подразумевалось. В первом классе тебе прицепляли октябрятский значок, и ты становился на нижнюю ступеньку партийной иерархии. Без комсомола ты не поступишь в институт, без партбилета никогда не займешь начальственную должность. В советской системе все население – государственные служащие. Но нельзя забывать, кто именно тогда жил. В том ежедневном бытовом кошмаре, как видится из дня сегодняшнего, обитали не пришельцы из нашего времени, из 20-х годов 21 века, а совсем другие люди. Пожилые советские граждане, жившие в 1981 году, в значительной своей части выросли на супе из лебеды, на гнилой картошке с колхозного поля. Они были теми самыми детьми-скелетами с жутких архивных фотографий. И выжили только потому, что с младенчества боролись за жизнь.
А потом еще и сумели вырваться из колхоза, переехать в город и завести семью. Короче говоря, очень сомнительно, что тех, кому в 81 году было за 50, хоть чем-то можно было напугать. Очень сомнительно, что люди, знавшие, что такое настоящий кошмар, кто ребенком ползал в жидкой грязи в поисках упавших с трактора колосков, хоть одну секунду переживал о мелких неудобствах, о том, что теперь, сидя в теплой квартире с центральным отоплением, они должны немного дольше стоять за хлебом, а ряженка стал деликатес. Этот опыт в полной мере унаследовали их дети, последнее взрослое поколение Советского Союза. Скорее всего, власти СССР напрасно проецировали польские волнения на свою страну. Поляки попали в социализм всего 36 лет назад. Они не успели забыть, что жизнь вне социалистической системы вполне возможна. Но советские люди начала 80-х знают, что они счастливчики. Они живут значительно лучше предыдущих поколений. С едой проблемы, но еда все же есть. На работе платят мало, но не меньше, чем другим. К тому же дают премии. За полгода можно накопить на джинсы Wrangler или на дубленку. Родители всю жизнь ютились в коммуналке, а твоя семья живет в отдельной благоустроенной квартире. А кое-кто даже успел и в заграничную командировку съездить. И к тому же потрясающая новость. У семьи наших героев появился автомобиль. «Москвич 412». 5000 рублей. Недешево, но все-таки машина. 20 зарплат Михаила. Конечно, мечтали о «Жигулях», модели ВАЗ-2101, переделанном по лицензии Fiat 124 66 года. Потом эту модель станут называть копейкой, но пока это предмет роскоши. «Жигули» дороже «Москвича» — 5600 рублей. Но дело не в деньгах, а в системе распределения. Михаилу статуса не хватило, чтобы попасть в очередь за «Жигулями». Так что после 3-летнего ожидания приобретен «Москвич». В салоне пахнет выхлопными газами. Ну, в общем, как и во всех машинах того времени. Если разгоняешься до 120, ощущение, что «Москвич» сейчас взлетит, ну или развалится. Зато теперь ты представитель полноценного среднего класса. Ты можешь путешествовать. Огромная страна, поезжай куда хочешь, хоть в Карелию, хоть на юг. Ну, если «Москвич» доедет, конечно. Многие москвичи сразу после покупки отправлялись в гарантийный ремонт. Но этот вроде держится, ездит неплохо. Михаила предупредили, что распредвал наверняка придется менять через 2000 километров пробега, но в принципе все хорошо. Летом семья поехала в Прибалтику. Юрмала, холодное Балтийское море, Рижский бальзам и Домский собор, Тракайский замок и холодный литовский борщ, старый город в Таллине. Для москвичей это настоящая Европа. По пути обратно заглянули в Михайловское, гуляли по аллее Керн, посмотрели на дуб с сувенирной цепью, переночевали на турбазе. Двигатель застучал гораздо раньше, чем предполагалось, боялись, что не дотянут до Москвы, но ничего, дотянули. На следующий год запланировали Абхазию, Гагры и Пицунду. Дорого, конечно, если снимать комнату участников в сезон. Не меньше 1000 на все про все выйдет. А тут еще и дети просят магнитофон, хотя бы романтику или волну. Придется им подождать. Зато будет теплое море, горы, фрукты. А через год и магнитофон можно купить. И вместо стиральной машины «Вятка полуавтомат» — «Вятку-автомат», которая сама отжимает, не надо крутить валик. Такая 12-программная стиральная машина будет приятным сюрпризом для хозяек. Уже сейчас ее подготовили к серийному выпуску на Кировском объединении «Вятка». Все операции от приготовления растворов до отжима белья здесь полностью автоматизированы. Жизнь становится лучше. Частная жизнь, конечно. На остальное мы внимания не обращаем. Там всегда одно и то же. Съезды, пятилетки, партсобрания, вечный маразм и вечные анекдоты. Идет Леонид Ильич по коридору, навстречу ему Пельш. Леонид Ильич, Христос воскрес. Ну, тот кивнул, идет дальше. Навстречу ему Громыко. Леонид Ильич, Христос воскрес. Я знаю, мы уже заложили. Почему-то никто не думал, что советские вожди и советская власть смертны. 17 лет Брежнев был обязательной частью советского пейзажа. С трудом передвигающийся, медленно читающий официальные бессмысленные речи по бумажке генсек совершенно слился с общим образом советской власти. Она тоже еле шевелится, тоже вызывает у людей приступы остроумия. Но каким-то образом все-таки действует. «Сиськи-масиськи», так Брежнев произносит систематически,
Это с нами навсегда. Они устраивают свои съезды и пленумы, мы рассказываем анекдоты в очередях за докторской колбасой. Вот так и устроена наша жизнь. Тем неожиданнее сенсационное сообщение, которое передают одновременно по всем радиоканалам. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 ноября 1982 года в 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался Леонид Ильич Брежнев. 11 ноября вся страна смотрела по телевизору церемонию похорон. В основном, чтобы понять, кто там стоит ближе к гробу, кто будет следующим генсеком. Самый старый, самый молодой. Все продолжится как было или как-то изменится? Перемен, конечно, хочется, но они пугают. От граждан СССР ничего не зависит. Они могут только пытаться угадать, что там решат в Кремле. Впервые за много лет люди не знают, чего ожидать. Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда 3 дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо грустно мне, но вот нас на посадку скучно стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. Взлетим им, распогодится, теперь запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до 8, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают.